Всем привет! Видео мы снимаем сегодня по запросу наших клиентов, наших подписчиков. Татьяна, город Москва. Это видео для вас. Оно персональное, прямо с вашими цветами, которые мы вам предлагаем и как их нанести. Материал у вас приобретен. Сейчас мы согласуем с вами цвет и непосредственно уже будем отправлять. Значит, все у нас уже согласовано, кроме одного варианта, который предназначен в ванную комнату. Смотрите, у вас стена шпаклеванная, грунтованная, то есть такая более-менее гладкая поверхность, вы ее загрунтовали. Шпаклевку мы предпочитаем в готовых ведрах. Ну, то есть вот Ротбанд паста в данном случае, я считаю, что она вам подойдет. Это не зона с прямым попаданием воды, поэтому вполне шпаклевка подойдет. В комплекте у вас краска будет. Это влагостойкая краска. И вам нужно стену перед нанесением окрасить. Краску я предлагаю в белом цвете сделать. Просто задать фон и дополнительную влагостойкость, чтобы материал не впитывался, грубо говоря, в шпаклевку. То есть как это происходит? Если тонкослойные материалы, как, например, мармора или венецианская штукатурка, если мы их наносим без праймера или краски, то влага из них очень быстро впитывается в поверхность стены, и это как бы не очень хорошо. Поэтому мы предлагаем праймер или краску. В вашем случае это краска. Краску можно колеровать, а можно наносить в белом цвете. В данном варианте я предлагаю покрыть белым цветом один слой. То есть создадим белый фон, укроем шпаклевку, которая, возможно, у вас бежеватого или сероватого оттенка. Мы сделаем ее белой и придадим дополнительную защиту. Краска, которая у вас в комплекте, она предназначена для влажных зон, для ванных комнат. После окрашивания оставим сохнуть. Смотрите, если говорить про время высыхания, на сайте производителя 2-4 часа высыхания первого слоя. Но так как у вас это все-таки ванная комната, я не думаю, что там такая хорошая вентиляция, как вот, например, в гостиной, да, где-то, где окна и движение воздуха, скажем так, простыми словами. Я думаю, что в ванной комнате дать нужно просохнуть подольше, пусть это будет сутки. Но покрасьте вы ее и занимайтесь другими делами. А завтра, когда краска высохнет, вы к ней вернетесь и продолжите следующий слой. Вот это первый слой. Красим валиком с мелким ворсом. Валик, который вы мне отправляли фото, он вам вполне подойдет. Просто раскатывать будете вы. Там ворс у вас покрупнее, чем у меня. Вы просто раскатывать будете посильнее. Он у вас не такой прямо крупный, чтобы бежать за новым валиком. Вполне ваш валик подойдет. Окрашиваем и оставляем, в вашем случае, до завтрашнего дня. Завтра вернемся и будем наносить следующий слой. Ждем высыхания. После высыхания полностью слоя краски мы можем приступить к нанесению самой декоративной штукатурки. У нас это мармора, торговая марка Effectum. И я предлагаю ее заколеровать вот в такой вот цвет 13-3. Это веер-парад. Почему я предполагаю, по моему мнению, вот это вот будет самый подходящий цвет? Я думаю, что серо-зеленый будет вот кстати. То есть он подойдет к зеленым, к белым и к серым тонам. В ванной комнате у вас будет плитка светлая с серыми прожилками под мрамор. Не знаю почему, я не дизайнер, но я почему-то зелень немножко вижу в мраморе, поэтому я предполагаю вот этот цвет. Я вам его поэтому предлагаю. Если брать из серых, он будет грязный, да? Если брать из зеленых, он будет вырви глаз. А вот этот спокойный серо-зеленый цвет, он будет, я думаю, что неплохо смотреться. Давайте его будем наносить. Мы заколеровали себе пробник. Ваш материал мы пока не трогаем, пока мы его не согласовали. Вот такой вот цвет. Вот. Такой серо-зеленый, очень хороший, приятный цвет. Мы его наносим полностью сплошным слоем, тонким. Есть особенность у декоративной штукатурки. Наносить ее нужно, вот эту штукатурку, тонким слоем. Пусть даже местами она немножечко просвечивает. Жирно наносить не нужно. Во-первых, это будет очень высокий расход.
Во-вторых, смысла в этом никакого нет. И даже если у вас где-то после высыхания вы увидите, что он просвечивает, то в данном случае нам это будет тоже кстати. И при очень толстых слоях возможно растрескивание, потому что материал предназначен слоем до 1 килограмма за один подход. То есть за один подход густой слой миллиметр, скажем вот так. Поэтому наносим тоненький слой, примерно вот такой. Кельма. У вас кельма в комплекте. Кельма у меня влажная. И мы наносим простой слой, как будто бы шпаклюем. То есть не нужно что-то тут измудряться. Можно немножко переходики оставлять от кельмы. Можно наносить вот такими крестообразными движениями, вот так. Посмотрите вот поближе, вот переходы от кельмы. То есть наносим, кельму прислоняем от угла и ведем. И у нас вот от этого края, от верхнего правого края, остается небольшой наплыв. Небольшой совсем. Большой не нужен наплыв, только если он будет маленький. Мы планируем гладкую стену по типу венецианской штукатурки, что-то похожее на мрамор своими руками, что будет легко нанести человеку без опыта. Вот мы что сейчас пытаемся с вами сделать, потому что роликов, конечно, очень много в интернете, и есть и такие достаточно сложные моменты, которые говорят, что вот вы это сделаете, но на самом деле не все так легко делается, как это пишется и говорится. Давайте будем максимально упрощенные варианты рассматривать, чтобы не огорчаться ни нам, ни вам. Мы тоже хотим чего? Когда наши клиенты приобретают у нас материал, и мы с ними ведем диалог в мессенджерах, и мы снимаем для них вот эти ролики. Мы хотим, чтобы у вас получилось. Вот это наша цель. Я не хочу советовать вам прорисовку кистью. Если я изначально знаю, 60%, будет не очень хорошо. Люди этому обучаются. То есть, чтобы кисточкой прорисовать, да, это можно сделать, особенно если небольшой объем, но это не так легко. То есть, может оказаться результат не тот, который вы ожидали или который вы увидели. Давайте смотреть все-таки на максимально простые. Крестообразными движениями наносим вот такой фон. Если он вам не понравится, тогда можно будет рассматривать что-то другое. Вот такие небольшие вот оставляем переходики. Где-то просвечивает, не нравится, добавляйте. Вообще, в принципе, будет тоже это неплохо смотреться. И будет немного в тему нам вот это хозяйство. Шпаклюем. Мы берем мармора и им шпаклюем. Вот так. И оставляем сохнуть также на сутки. Почему на сутки? Потому что у нас в ванной комнате вентиляция, как правило, не очень. Даже если у вас там стоит все, что нужно для этого, все равно не очень вентиляция. Не такая, которую бы нам хотелось. Поэтому до завтра сохнет. А вы занимаетесь коридором, кухней. Работы у вас много, поэтому спокойно делайте, не торопясь, все слои, чтобы просыхали. Все, нанесли слой, сохнет. После полного высыхания мармора трогаем на ощупь, чтобы рука не царапалась. То есть где-то что-то, ошметки, если остались, то можно торцом кельмы вот так почистить. Можно не шкурить, а можно просто торцом кельмы почистить острые края. Срезать их как бы аккуратно. Дальше. У вас в комплекте вот такая штукатурка, это замша. Что нам нужно сделать? Нам нужно вот эту замшу разбавить водой примерно процентов 20-30, добавить туда воды. Мы сейчас ведро наливать не будем, а в емкость переложим. У замши вот такая густота. Вот. И мы добавим сюда воду. Она у нас будет служить прожилками такими. То есть белые и белесые прожилки будут оставлять. Вот так наливаем водичку и перемешиваем. Вы можете это непосредственно уже делать в ведерке. А можете в емкости в отдельной. Вот она у нас жиденькая должна быть. Вот такая. Но надо еще смотреть, чтобы было удобно наносить. Так как у нас планшет, нам будет это полегче делать. Нам нужно, чтобы не стекало с кельмы. Вот такая густота, мне кажется, достаточно.
То есть она и жиденькая, и не такая уж прямо, как совсем вода. Накладываем замшу, разведенную водой, на кельму. И наносим перекрестными движениями на стену. Перекрестными. Вот такие вот белые оставляем. Вот так. И вот такие вот движения. То есть мы с сухого на мокрое ведем, оставляя прожилки белые. И когда вот эта замша высохнет, она станет похожей на мраморные такие узоры. Вот так. Это будет легче всего нанести, если вы хотите получить имитацию мрамора. Без всяких прорисовок кистью, потому что прорисовка кистью требует определенного навыка, а вот это вот нанесение, оно позволяет создать имитацию без особых усилий. Где хотите побольше белого, регулируйте густоту замши. Можно сделать ее погуще, можно сделать ее пожиже. Если замша погуще, то она будет сильнее укрывать цвет мармура. Он у нас серо-зеленый, напомню. Это как раз такой цвет, который подходит к ванной комнате, по моему мнению, и который подходит к серому, и к белому, и к зеленому цвету. Вот по такому принципу. Можно вот сюда добавить, например. Видно, что здесь хочется беленького добавить, и добавляете. То, что у нас замша, разведенная водой, бояться не нужно. Сверху мы покроем это еще воском для венецианской штукатурки. И у нас получится хорошая защита от воды и для мытья. То есть вы должны регулировать, понимаете, о чем речь? Вот это густо. Смотрим густо, убираем излишки. Где надо, добавляем. Работоспособность высокая, то есть можно долгое время регулировать нанесение и формировать рисунок. Это может быть и на больших площадях, и на маленьких. Цвет достаточно светлый как раз то, что нужно. Так, что еще мы куда? Я бы вот сюда добавила. Здесь мне светло. Добавляем. Что хочу также сказать, на стене это делать легче, чем на образце. Образец маленький. Неудобно, не размахнуться. Вот если бы была эта стена, было бы гораздо легче. Наносишь, 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 дошел до угла, смотришь, вернулся, добавил. Вот так. Прорисовка кистью. Вот такие вот всякие прожилки кистью рисовать можно просто испортить рисунок, не умеючи. Не стоит этого делать, просто как совет примите. Не надо этого делать, это не очень. Я вот, например, не берусь. Если меня попросят на объеме, хоть я и занимаюсь там малярными работами много лет, и декоративную штукатурку мы наносим достаточно давно, прорисовку делать я не возьмусь. Вот меня попросят, я не возьмусь. Я могу на образце еще помазать. А на объеме, но я не художник, не смогу. Поэтому я и людям говорю, что, наверное, не стоит прорисовку. Или вы должны быть совсем человек без претензий. То есть вот то, что вижу, то нравится. Вот если вы такой человек, то вы можете тогда, конечно, и взяться за кисть. Если хотите прорисовать кистью, то это делается до замши. То есть наносим мармура, потом делаем какие-то вот полосочки, допустим, черного или коричневого цвета, кисточкой прорисовываем. И когда уже эти полосочки высыхают, мы наносим замшу белую. Укрываем как бы фон. То тогда вот так вот. Я бы оставила вот таким образом сохнуть. И мне кажется, что, по моему мнению, вот это как раз самое то, что нужно для спокойного, комфортного принятия ванны. Не раздражающее,
спокойный фон и как раз такие вот переходы от светлого к зеленому, к зелено-серому. Сейчас он у нас высохнет, и мы ему еще дадим защиту. Ждем высыхания и продолжим. И теперь, когда вот это все высохло полностью, можно подумать, что как будто бы нет эффекта никакого. Но нужно посмотреть с ракурса поближе, посмотрите. И сейчас получается воск Палаццо, воск, который укомплектован вам как защитная финишная отделка. Он еще выявит фактуру. То есть мы же хотели спокойный светлый тон, имитирующие какие-то прожилки камня, да, ну, мрамора. Вот так вот выглядит воск. Он густой. Это венецианский воск Палаццо, торговая марка Effectum. И мы этим воском, также с помощью кельмы, вот у вас практически все материалы, которые вы приобрели, они все наносятся, практически все, за исключением кожи. Вот такой вот кельмой. То есть мы накладываем воск на кельму, вот так. И наносим, можно также крестообразными движениями, то есть тонко-тонко мы просто укрываем стену, не создавая никакого рисунка. И постарайтесь не оставлять вот такие вот наплывы. Вот такие наплывы не надо. Размазывайте максимально, насколько это возможно. И вот этот вот воск, он выявит еще зелено-серого вот этого оттенка и белый фон замши, прожилки замшевые. И у нас такой получится очень спокойный образец. Смотрите поближе. Видно, как проявляется фактура. И теперь она уже никуда у вас не уйдет, она уже останется. Если мы наносили мармора, он высыхает, например, светлеет. Дальше мы наносили замшу, пока она сырая, у нас белые прожилки. Как она высохла, вроде как прожилок и не видно. После того, как мы покрыли воском, все, мне кажется, это красиво. Если вам этот вариант не очень понравился, вы можете написать нам, и мы что-то, может, вам другое предложим, поярче, может быть, или цвет поменять. Я понимаю, что с веера по литру, когда я вам фото отправляю, там непонятно, что там, это мне понятно. То есть пишите, мне кажется, вот этот вариант для вас очень подходящий. Также, если вы захотите, вот этот воск можно будет приполировать до глянца, до зеркального блеска, когда он подсыхает. Вот он подсыхает, и начинаете кельмой полировать. С помощью кельмы или с помощью механических инструментов, насадок специальных. Я считаю, что вот так. Не забывайте подписаться на наш канал, поставить лайк. У нас есть все ссылки в описании, где вы можете заказать вот эти вот материалы и многие другие. Обязательно пишите, мы всем отвечаем и консультируем, и подбираем, отправляем в любой регион.